Привет, друзья! У меня в руках весьма редкий прибор, который в наши дни встретить в рабочем состоянии очень непросто. Это советский радиометр DP12. Я уже давно охотился за рабочим аппаратом в полном комплекте по адекватной цене. На Авито такие радиометры есть, но почти все они в той или иной степени неисправные, даже несмотря на заверения продавцов. DP12 выпускались в 60-е годы прошлого века, поэтому неудивительно, что их осталось мало. Самое главное отличие DP12 от большинства приборов в том, что это радиометр. Он предназначен не для замера уровня фонового гамма-излучения, а для обнаружения и количественного определения бета-гамма-загрязнения объектов и поверхностей. Давайте, однако, о подробностях поговорим позднее, а сейчас рассмотрим комплект его поставки. Этот комплект я купил за 1300 рублей. При покупке он выглядел не очень хорошо, поскольку хранился в плохих условиях. Но главное, что сам прибор оказался исправным. Радиометр, ну и сам ящик нуждались в некоторой реставрации, что я и сделал, о чем будут два отдельных видео. Зато теперь я готов рассказать о том, что это такое и как работает. Сам радиометр и его комплектующие упакованы в фанерный укладочный ящик, на котором нанесена маркировка DP12 и учетный номер устройства. Укладочный ящик усилен различными металлическими уголками. Ручка очень удобная, эргономичная. Масса комплекта 9,5 кг. Открываем крышку. Давайте сразу посмотрим на схему укладки. Здесь указаны очень много позиций. И действительно, комплектация у прибора очень богатая. Здесь помимо собственного радиометра есть еще приспособления для его использования и самое важное — запасные части. Первое и самое важное у нас сам прибор. Радиометр DP12. Головные телефоны для прослушивания импульсов, которые создаются ионизирующим излучением. Держатель для измерительного блока. Удлинительная штанга для держателя. Для ношения прибора имеется ремень. Документация, которая состоит из технического описания и формуляра. В чехле необходимые для разборки инструменты — это отвертка и ключ. Теперь запасные части. Самое ценное — это счетчик СТС-5. Остальные детали находятся в пакетиках. Каждый пакетик подписан своим номером, чтобы можно было сразу найти нужный. Стабилизатор SG301, две лампы 1P 4B, уплотнительные кольца и трубки, винтики, клей BF4 для приклейки фольги, 5 листов сменной фольги. А также на крышке находится контрольный препарат для проверки работоспособности радиометра. Его мы рассмотрим попозже. А сейчас возьмем в руки сам радиометр. Прибор состоит из пульта и датчика. Пульт находится в алюминиевом кожухе и сверху закрывается откидной крышкой, которая фиксируется винтом. Крышка имеет смотровое окошко, с помощью которого можно работать с прибором, не открывая крышку. И также здесь расположены держатели для датчика. На лицевой панели в центре находится измерительный прибор со сменными шкалами. Справа на панели размещены переключатель поддиапазонов, регулятор напряжения накал ламп накал, регулятор анодного напряжения анод. Сверху на передней панели пульта размещаются гнезда для подключения телефона и тумблер освещения шкал. На крышке с внутренней стороны имеется шильдик с краткой инструкцией по работе с прибором. Слева расположен отсек для элементов питания. Радиометр работает от двух вот таких батарей напряжением
1,6 вольта. Вот эти элементы достались мне с одним из приборов. Одни уже давно высохли и не способны отдавать ток. Поэтому запитать радиометр можно от любой 1,5-вольтовой батарейки, просто припаяв два провода к ее выводам. Но я решил применить современную магию. Немного повозился в редакторе, сделал 3D модель корпуса, затем напечатал корпус батареи на принтере. Оклеил его наклейкой, которую тоже нарисовал в фотошопе. Внутрь поместил круглую батарейку. И получилось вот так. Мне кажется, я первый, кто напечатал такую батарейку на принтере. ДП-12 может работать как от одной, так и от двух батареек. Когда элементы разряжаются ниже рабочего уровня, с помощью тумблера их можно перевести в последовательный режим и таким образом выжать из них еще энергии. Датчик состоит из основания и наружной оболочки. Наружная оболочка имеет на своей поверхности окна и 15 отверстий диаметром 1,5 мм. Она может устанавливаться в один из трех режимов работы: G, B1, B2. Как нетрудно догадаться, каждому режиму соответствует свое положение поворотной оболочки. В режиме гамма-измерения окно для бета-потока полностью закрыто стальной частью корпуса. В режиме бета-2 поток ограничен и может проходить только через маленькие отверстия. А в режиме бета-1 окна для бета-потока максимально открыты. Именно таким механическим способом и реализована возможность замерять бета-загрязнение в очень широком диапазоне плотностью от 1000 распадов в минуту с квадратного сантиметра до 5 миллионов. Причем осуществляется это при помощи всего лишь одного счетчика STS-5. Давайте откроем основание датчика. Для этого нужно открутить одну гайку и вынуть каркас. Вот здесь видно, что внутри находится сам счетчик, а также один резистор и один конденсатор. Счетчик здесь вставляется с одной стороны плюсом в гильзу. Перед началом работы с прибором нужно убедиться, что он выключен. Затем ручки накал и анод повернуть против часовой стрелки до упора. Теперь можно включить прибор. Нажав на кнопку накал, нужно поворачивать ее по часовой стрелке, пока стрелка не установится на треугольник с буквой R, то есть не выйдет на режим питания. То же самое затем повторяем с кнопкой анод. Таким образом мы устанавливаем правильное напряжение питания для радиоламп. После этого можно пользоваться прибором. И в дальнейшем при включении прибора нужно лишь проверять, выходит ли стрелка на метку. Как вы уже заметили, ДП-12 управляется поворотом-переключателем, который совмещен со сменными шкалами измерительного прибора. Радиометр имеет 5 шкал, обозначенных цветами. Каждая шкала соответствует своему диапазону мощности, и, как принято, измерения начинаются с самой суровой черной шкалы, где пределы измерения лежат от 500 тысяч до 5 миллионов распадов в минуту с квадратного сантиметра. Обратите внимание, что на шкале есть подсказка. Головку нужно перевести в положение B2. Следующая красная шкала от 100 до 500 тысяч распадов в минуту с квадратного сантиметра. Затем идет синяя шкала от 25 до 125 тысяч распадов. И здесь уже появляется возможность детектирования гамма-фона от 20 до 125 миллирентген в час.
Более слабая шкала зеленая, от 5 до 25 тысяч распадов, либо от 5 до 20 миллирентген в час по гамме. И самая чувствительная шкала белая, от 1 до 5 тысяч распадов в минуту по бете, либо от 1 до 5 миллирентген в час по гамме. Почему вообще такая странность, что по гамме можно замерять фон всего лишь до 125 миллирентген в час? Дело в том, что в DP12 установлен только один счетчик Гейгера STS-5. Это высокочувствительный счетчик, но он работает на уровнях не более 125 миллирентген в час. При более высоких дозах счетчик теряет способность счета. Поэтому для всепроникающих гамма-лучей верхний уровень мощности излучения ограничен этой цифрой. Зато, что касается бета-потока, то за счет механического управления ограничением потока частиц прибор способен регистрировать плотность до 5 миллионов распадов в минуту с квадратного сантиметра. Для удобства ориентирования есть вот такая поворотная стрелка. Она называется арретир. Можно выставить какой-то порог для измерений, а дальше просто проверять, выходит ли измерительная стрелка за него или нет. Прибором можно пользоваться в темноте. Шкала имеет подсветку благодаря одной 1-вольтовой лампочке. Ну вот так это видно в темноте. Как я уже говорил, в комплект DP12 входит контрольный источник. Видео про него уже снимал Олег Айзен. Поскольку у нас прибор для замера бета-потока, то источник, конечно же, бета-активный. В документации подробностей нет, но, скорее всего, это стронциевый итриевый препарат, который использовался в большинстве дозиметрических приборов того времени. Он представляет собой изогнутую пластину, которая надевается на зонд. Сам препарат в металлической капсуле. Как видно, часть лака осыпалась. Однако сам источник не мажется, радиоактивной пыли не дает. Я это уже проверил, так что он вполне безопасен. На источнике имеется маркировка 11426, это серийный номер, и 1962 дата выпуска. С одной стороны видно перекрестие и отверстие. При установке на зонд крест нужно совместить с таким же символом на поворотной головке. При этом препарат встанет напротив маленьких отверстий для режима B2. Именно в таком положении и в таком режиме проводится контроль прибора. Давайте замерим активность источника современным радиометром. Плотность бета-потока от источника вплотную составляет более 10 тысяч распадов в минуту с квадратного сантиметра. Или для тех, кто любит миллирентгены, более 17 условных миллирентген в час. Напомню, что период полураспада стронция-90 29 лет, то есть прошло уже ровно 2 периода, и активность контрольного источника сократилась в 4 раза. Теперь я подключу головные телефоны, и мы будем замерять радиацию. Давайте начнем со слабых источников, поэтому сразу переключимся на белую шкалу, а датчик установим в режим бета-1. Ну вот мы видим около 600 распадов в минуту с квадратного сантиметра. Это урановое стекло, слабый бета-излучатель. Также сейчас проверим, как DP12 реагирует на собственный контрольный источник. По звуку хорошо слышно, что прибор видит источник издалека. Теперь узнаем, как работать с прибором при наличии и бета, и гамма излучения. Источником такого смешанного излучения у меня будут часы с радиевой светомассой. Сначала необходимо определить, присутствует ли гамма-фон вообще. Для этого головку переводим в режим G, то есть все окна закрыты, и на счетчик попадают только гамма-лучи, для которых сталь не преграда. Делаем замер. Как видим, стрелка отклонилась от нулевой метки.
Следовательно, гамма излучения есть. По шкале определяем его величину. Примерно 1,5 миллирентгена в час. Записываем. Также записываем показания плотности бета-потока. Примерно 1600 распадов в минуту с квадратного сантиметра условно. Теперь делаем второй замер в режиме бета. В этом случае идет суммарное измерение бета плюс гамма. Получаем суммарное значение 4000. Оно больше, чем предыдущее, а это значит, что бета-заражение тоже есть. Из него вычитаем то число, которое мы получили при первом измерении. И получаем, что величина бета-потока составляет 2400 распадов в минуту с квадратного сантиметра. Кстати, погрешность прибора в нормальных условиях по бете 30% и по гамме 50%. Так что от какой-то точности говорить сложно. А самый злой режим черной шкалы вообще является не измерительным, а индикаторным. Для удобства работы можно воспользоваться телескопической штангой с держателем. Для начала нужно установить держатель на штангу. С помощью винта можно отрегулировать нужный угол наклона. Штанга позволяет производить замеры, не приближаясь вплотную к источникам ионизирующего излучения. Для примера мы сейчас с помощью штанги замерим активность контрольного источника от рентгенметра ДП-2. Это очень мощный источник, от него всегда следует держаться на удалении. Датчик я сразу переключил в режиме B2. Замерять буду по черной шкале. И вот что мы видим. Мощность бета-потока от данного источника около 3 миллионов распадов в минуту с квадратного сантиметра. В комплекте с прибором идет очень подробное описание устройства, принципа работы, методики измерений, конструкция, неисправности. В конце находится перечень элементов, схемы подключения. Есть электрическая схема и монтажная. Ну а в формуляр заносятся данные об использовании прибора. Здесь также вложен листок со свидетельством о государственной поверке. Здесь, кстати, прибор почему-то назван рентгенметром, хотя это радиометр. ДП-12 это очень ранний дозиметрический прибор и довольно сложный технически. В нем реализован алгоритм подсчета частоты импульсов излучения. А чтобы такой алгоритм работал, все импульсы необходимо нормализовать, то есть привести в одинаковый вид как по мощности, так и по длительности. Ведь те импульсы, что создают ионизирующее излучение, абсолютно разные. Сейчас я открою прибор, только другой, который уже открывали, и покажу его внутренности. Для нормализации импульсов у прибора имеется схема одновибратора, собранная на двух лампах 1P, 4B.
И вот отсюда вытекают все проблемы. Для ламп нужно отдельное питание. Соответственно, добавляется еще один преобразователь питания. То есть для счетчика и метрического прибора один преобразователь, для нормализатора другой. Поэтому здесь два трансформатора и много электронных компонентов. В случае какой-либо неисправности найти проблему непросто. И радиометр DP12 не очень надежный. Как я уже говорил в самом начале, большинство продающихся сейчас приборов неисправно. Интересно, что токовые импульсы, которые создают излучение, заряжает вот этот самый большой конденсатор. Смотрите на его габариты. Он разряжается через резистор, и именно ток разряда этого конденсатора фиксируется микроамперметром. Чем выше ток, тем выше уровень излучения. Также здесь мы видим лампочку подсветки, галетный переключатель под диапазонов, совмещенный с механизмом переключения шкал. Ну, здесь привычный набор из конденсаторов, резисторов. Здесь стабилитрон SG301, на котором практически все дозиметрические приборы того времени были построены. С этой стороны мы видим регулировочные резисторы для поддиапазонов. Здесь хорошо видно головку измерительного прибора. И вот эти очень сложные и редкие регуляторы напряжения питания ламп. DP12 очень интересный прибор, именно тем, что это радиометр, который позволяет измерять бета-загрязнение в широком диапазоне. Там, где современные приборы дают на бета-потоки зашкал, DP12 работает. Да, у него есть недостатки, он тяжелый, сложный в ремонте, но этих приборов осталось совсем мало. И надо эту технику беречь, особенно учитывая их сегодняшнее состояние. Скоро на канале выйдут еще два видео об этом приборе, где я покажу процесс реставрации укладочного ящика и самого прибора. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. А на этом я заканчиваю обзор DP12. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, пишите комментарии, мне это приятно.